Давайте посмотрим технический анализ. Как думаете, пробьем, не пробьем? На самом деле, если посмотреть сантимент рынка, да, то очень многие начали задумываться о том, чтобы распродать свои битки не здесь, не здесь, не здесь, не в этих вот районах, да, а именно вот сейчас распродать свои биткоины. И на самом деле это очень сильно смущает меня. Почему? Потому что когда все начинают думать о том, чтобы распродать свои биткоины, то, наверное, пора их покупать. То есть это, во-первых, у нас по Фибоначчи идет очень сильный уровень отката. Также я показывал, многие индикаторы начинают показывать развороты, поэтому как минимум это первый уровень покупки уже инвест. Как минимум. Как максимум можно затрейдить. Вот здесь у нас была такая медвежья, да, такой клин. И, в принципе, мы его отработали, да. Сейчас, смотрите, кто торгует, заметите эту формацию. У нас вот здесь формируется уже бычий клин. Собственно, я его сейчас отторговываю. Решил добавить свою информацию про технический анализ. То есть у нас тут, в принципе, A, B, C, D, E. Все, то есть тут, в принципе, прошла такая коррекционочка, и мы вышли за каналку. Чем не лонги, да? Понятное дело, надо ставить стопы, но я, конечно же, чуть ниже тут уже прикупился на этой формации, но, тем не менее, очень красивая формация с точки зрения какого-то краткосрочного, среднесрочного лонга. Вот, поэтому рекомендую присмотреться к данному графику. Ну, сегодня вот даже с ребятами обсуждали то, что пришла уже первая, ну, сумма покупки, ну, первый уровень покупки. Особенно сегодня обсуждали с ребятами на конференции. То есть я тут как раз находился сейчас на очень такой закрытой конференции, и там как раз все это обсуждали. И дальше по новостям у конкурентов биткоин началась черная полоса. Это о чем? Это о том, что у нас многие альты, они перешли на Proof of Stake, и, в принципе, после того, как они перешли на Proof of Stake, биткоин начал набирать определенную популярность, потому что у биткоина наметилось очень много впереди обновлений, а в то же время у биткоина очень много обновлений, а эфир перешел на Proof of Stake, и вроде бы уже как-то все обновилось, ожиданий уменьшилось, да, и, в принципе, большинство топовых альтов, они сейчас минимизируют свои обновления, и на самом деле, как выяснилось, что на Proof of Stake очень большие валидаторы, они как раз-таки размещены на центральных биржах. То есть если все кричали про то, что майнинг это плохо, да, централизованно, то на самом деле сейчас начинается обратная ситуация. Вот, сегодня на конференции нас вот пригласили на данное вот мероприятие, это финансовый саммит. Он пройдет на Бали с 1 по 6 ноября. Вот он, такой вот. Это закрытое мероприятие, организатор у нас Тони Вейвс, все знаем, да, это он экс-вице-президент, это Морган Стэнли, ну, это компания, которая управляла миллиардами долларов, который еще до сих пор работает на рынке. Сейчас он занимается криптой, ну, такой инфлюенсер, да, такого. И он собирает такое закрытое крипто-комьюнити именно среди трейдеров. То есть тут идет очень жесткий отбор, это будет проходить 5 дней на Бали. И основные именно такие моменты, чтобы туда попасть, надо быть практикующим трейдером, доказать это. И, собственно, сегодня как раз мы с ним обсуждали данное мероприятие, как можно здесь задействовать Let. Есть очень классный ролик, можете посмотреть. И мы даже на канале Let это опубликуем, поэтому если кто-то из вас уже очень мощно торгует, то, ребята, всех, ну, рекомендую посмотреть это видео на канале Let, мы его обязательно опубликуем. Также опубликуем эту ссылку. То есть это такое будет закрытое, то есть, ну, как бы крипто-тусовка трейдеров. Там также будут представители хедж-фондов, блогеры, ну, такой, там всего лишь 50-75 человек будет на Бали. И если кто-то захочет пройти отбор, то можете мне написать, кто уже активно торгует. Я сделаю какой-то первичный отбор, а потом уже можно будет подсобить, да, где-то помочь, да, именно с точки зрения там какого-то дополнительного контроля. Но это вот информация, которую я хотел передать. А вообще, собственно, Тони, давай сам расскажи тоже про эту информацию. Мы тут с Тони целый день обсуждаем проекты. Тони, можешь прямо рядом сесть? Скажи пару слов вообще, какая цель этого мероприятия? Ну, цель просто собрать молодых трейдеров, трейдеров, которые это уже делали 20 лет, ну, поговорить про стратегии, что работает, что не работает. Люди знакомятся, может быть, начнут работать вместе. Я приглашаю туда money-менеджеров, которые фонды имеют, может, им интересно взять какого-то молодого трейдера
к себе, чтобы больше денег дать, работать вместе на стратегию и делиться, тоже зарабатывают, они могут помочь, чтобы больше денег заработало, может помочь программированию. Пытаюсь приглашать туда venture capital, люди, которые могут объяснить, ну окей, заработал деньги, что теперь с ними делаешь? Я уверен, что люди знают Маргулана из Казахстана, тут тоже, наверное, многие. Вот я был на Kaizen Club, и это там в основном бизнесмены. И они все время говорят, вот человек зарабатывает кучу денег как бизнесмен, и теперь как он эти деньги будет инвестировать? И он начинает инвестировать, не знает, что делает, и все время теряет эти деньги. Вот так вот зарабатываешь, и потом начинаешь терять инвестированию. А у меня все время было наоборот. Я зарабатывал деньги трейдинг, а теперь что мне с этими деньгами делать? Ну, я начинаю их инвестировать. Давай в этот бизнес вложу, в тот бизнес вложу, и начинаю класть деньги в то, что я не понимаю. И я зарабатываю деньги на трейдинге, теряю деньги на инвестирование в разные бизнесы. Теперь я в бизнесы больше не инвестирую, чтобы себе оставить. Каждый по-разному. И тут много людей из бизнесов, они расскажут, ну, я не понимаю, как люди могут иметь компанию, где 100, 200, 300 рабочих. Я так не могу делать. У меня 5 рабочих, я хочу их всех уволить. Я не знаю, как люди такие компании делают. Ну, на этом мероприятии это 5 дней, и с такими людьми ты сидишь и говоришь. Потому что в этой комнате, если я в этой комнате самый умный человек, я не в правильной комнате. Мне надо выйти из этой комнаты и пойти в комнату, где я самый тупой человек. И вот на этом мероприятии все время в комнате кто-то, кто умнее тебя. Да, Тони, очень большое спасибо тебе, что делишься постоянно какой-то информацией. Сегодня мы с тобой как раз обсуждали, что на рынке, чтобы развиваться, нужно постоянно придумывать какие-то новые роботы, инструменты, индикаторы. Да. И вот как раз я хотел похвалиться в качестве такой рекламы, извини, но эфир. Мы делаем как раз терминал для торговли, чтобы люди понимали, что на рынке самое главное – это риск-менеджмент. Но если ты торгуешь, то ставь стопы, правильно? Да. Можно ли торговать без стопов? Я думаю, наверное… можно, если ты смотришь на маркет. Да. И если у тебя есть дисциплина правильная, если ты уже давно трейдил, и ты знаешь, когда тебе надо выйти из позиции, тогда выйдешь из позиции. И самое интересное на этом Financial Summit – это один вечер, 6 часов, все собираются в conference room, все с лаптопами, и это как хакафон, кто больше денег за 6 часов заработает. И кто-то больше за 6 часов заработает, $1000 получаешь. И это ничего не стоит. И это, если зарабатываешь больше всех, получишь $1000. И вот такие вещи. И если ты не хочешь трейдить, ты можешь сесть с каким-то трейдером, и он тебе будет показывать, почему он берет такие позиции. И на веб-сайте, вот, резорт, на который ты смотришь, это именно тот резорт, где мы будем. Кстати, ссылку на сайт и само видео опубликуем у себя в трейдерском сообществе, чтобы все могли сегодня ознакомиться. Да, и Тони, вот я постоянно рассказываю на обучениях и, собственно, рассказываю, что 20% успеха – это фундаментальный технический анализ, дальше идет уже 80% торговая стратегия, психология, вот эти все истории. И очень классно как раз-таки на таких мероприятиях, согласись, что как раз трейдеры делятся вот этой информацией, которую нужно на 80%. Кто как психологию прошел. То есть за кулисами обычно идет самый сок информации, правильно? Да. И очень мало людей в мире, которые у них есть какая-то информация, и они ее не делятся с людьми. Люди все хотят делиться. То есть какой-то секрет у человека есть. Он все время хочет кому-то этот секрет сказать. И так всегда. И поэтому, и когда сюда приходишь, тут всего 50 людей. И такие дружбы от этого получаются, что люди именно делятся своими секретами, как они заработали такие деньги. Да, в общем, ребята, благодарим Тони Вейса. Большое спасибо. Кто хочет узнать секреты от Тони Вейса, пишите в личку. Организую процесс на финансовый саммит, который пройдет на Бали. А если кто-то в данный момент находится на Бали или рядом,
то вообще грех не посетить данное мероприятие. Тони, большое спасибо за участие в развитии крипторынка, а я продолжу дальше объяснять. Я сижу, рассказываю технический анализ, новости рынка. Да, то же самое делаю на моем канале, но это Да. на английском у меня. Да, подписывайтесь на канал Тони, тоже следите, кто еще не успел. Видишь, у меня даже в комментариях тут Тони Вейс, ого, огонь, ты у нас очень популярный в русском комьюнити. Да, мне надо свое русскоговорящий канал как-нибудь сделать. Может, в следующем году. Да, давай вместе раскачаем. На самом деле, Тони, он очень большой молодец. С точки зрения того, что он в свое время там перешел с фундаментального рынка на криптовалютный рынок, и когда человек с такого крупного бизнеса переходит на крипторынок, ты понимаешь, что для него блокчейн и крипта – это в первую очередь не просто хайп. Кстати, можно расшарить экран, я дальше буду новости показывать. Да, уже расшарено. То есть для него это не просто хайп, а именно технологии, именно с точки зрения долгосрочных инвестиций. То есть неважно, сколько стоит биткоин, у тебя должен быть биткоин, да, и, собственно, если даже смотреть с точки зрения развития технологий, то мы все должны понимать, что такое вообще блокчейн и что такое вообще биткоин. То есть биткоин – это децентрализованный сеть. Кстати, как раз-таки мы на одном из, как-то обсуждали с ним, какие вообще присмотреть альты, и сошлись на мнении, что вообще из всего рынка, вот кто смотрел вебинар Летита, что биткоин – это как раз-таки есть самая защищенная такая сеть с точки зрения риск-профита. Какой смысл сидеть в топ-10, да, если, например, какой смысл брать какие-то альты из 5-6 места, когда у них риск выше, чем у биткоина, а потенциальная доходность такая. Поэтому, ребята, вот такой вот финансовый саммит у нас будет на Бали. Кто уже торгует и хочет познакомиться с трейдерами лично, пишите, я могу организовать процесс. Но опять-таки надо, чтобы торговали. То есть тут будут собираться именно практики. Такая вот минутка рекламы классных мероприятий. Когда мероприятия хорошие, там очень классно рекламировать. Давайте еще пройдемся по новостям, которые у нас тут по крипторынку остались, хотя дальше какие уже новости. Да, объем биткоина на кошельках холдеров достиг 5-летнего максимума у нас. Да, это очень такой, объем холдеров растет, и, соответственно, на самом деле, вот еще в 2018 годах, я помню, такой индикатор, как рост объема холдеров, он всегда очень классно влияет на сам кошелек, не кошелек, а сам блокчейн. То есть, если, например, взять тот же самый блокчейн Mana, то у него количество холдеров не растет, и, в принципе, это чисто хайп. У биткоина с эфиром количество холдеров постоянно растет, надо смотреть, чтобы они были активны, потому что, чтобы блокчейн развивался, сама крипта, чтобы развивалась долгосрочный какой-то актив, у него должно быть комьюнити, который его юзает. Вот, идем дальше, да, там биткоин падает, но президент Сальвадора не унывает, вот так вот 86% населения его страны. Очень классно, когда его поддерживают. На самом деле у них уже 60 миллионов долларов убытка от их вложения. Посмотрим, да, к чему это приведет. В любом случае, это у них такая долгосрочная штука. Брайан Армстронг у нас продает часть акций Coinbase для научных исследований. Тоже интересно. Вот многие видели новости, как SEO биржи FTX постоянно покупает какие-то другие активы. В данном случае у нас Брайан распродает часть своих активов, чтобы инвестировать именно в технологические исследования. И это очень круто. Почему? Потому что классно, когда идет реинвест в блокчейн именно миллиардов. То есть есть ребята, которые здесь зарабатывают миллиарды, в число которых я тоже хочу попасть, да, и очень классно, когда ребята начинают их зарабатывать и реинвестировать в какой-то именно такие научные всякие моменты. Так, вот это партнеры Binance, это неинтересная новость. Британские банки разрешают операции с криптобиржами, 50%, это прикольная статистика. То есть каждый второй банк в Британии разрешает операции с криптобиржами. Вот, если кто-то спросит, а вообще как у банка дела обстоят с криптобиржами и обменными операциями, можно сказать, да, вот в Британии каждый второй банк разрешает. Такая вот интересная новость. И, собственно, итоги недели, если подвести, биток протестировал уровень ниже там 18 тысяч, но восстановился, но я уже показывал, что очень прикольно смотрится формация. Стопы пока что еще короткие, но, правда, надо было чуть ниже набирать, но, тем не менее, стопы еще сохраняют какое-то небольшое значение, и, собственно, если даже посмотреть, у нас на недельке прямо идет такой тест уровня вместе с такими небольшими молотами. Прикольный вход, если даже стопы сработают, на самом деле вход был очень интересный, в любом случае заходить такие ходы одно удовольствие. Local Bitcoins, Blockchain.com, другие сервисы прекратят обслуживание граждан РФ. За этим надо следить. Я, кстати, на прошлом вебинаре давал список бирж, которые с большей долей вероятности не будут блокировать, да, весь этот процесс. И Казахстан у нас одобрил регулирование криптовалюты и майнинга в первом чтении. И, собственно, да, еще раз большое спасибо, кто подключился на эфир. Сегодня мы как раз после обеда были на таком закрытом мероприятии, где с Тони Вейсом обсуждали какие-то будущие, да, там,
партнерства там, какие-то коллаборации именно с Slated, именно с обучающей клубной системой. То есть можно уже официально заявить, что в клубе Slated Tony West будет с точки зрения гостя, да, поэтому кто обладатель токенов и находится в клубной системе, они в любом случае смогут где-то бесплатно пересечься с Тони именно в рамках нашей клубной системы. Он тоже занимается там развитием с точки зрения трейдинга, там каких-то таких клубных всяких моментов. Ему интересно взаимодействовать с нами, мы с ним уже давно знакомы, следим друг за другом, да. Ну и, собственно, такой вот сегодня у нас была новость. Ну и, конечно же, под завершение хочу пригласить вас на вебинар, который будет в четверг, прямо в день запуска у нас паблик сейла. И, ребята, пожалуйста, на экран еще раз вот эту вот дату, 20 октября. Приходите на вебинар, там еще раз пройдемся по всем моментам. Это уже наш третий раунд. Кто помнит, у нас во втором раунде там 5 миллионов токенов разлетелись просто за пару дней. Здесь у нас всего 30 миллионов, из них половина через Amir Wallet, поэтому там очень много разных моментов будет классных, очень много апдейтов. Ребята, приходите на вебинар. В качестве затравочки хочу сказать, что в принципе, вокруг токена будем делать очень такую классную историю. Мы сегодня даже обсуждали с ребятами, которые будут нас прокачивать. И уже посетили несколько бирж. Мы решили сосредоточиться на нескольких биржах, чтобы делать с ними определенные какие-то партнерские взаимоотношения, чтобы друг другу помогать и прокачиваться. В любом случае, сила в партнерстве. Поэтому, ребят, большое спасибо.